Здравствуйте, дорогие друзья! Для расклейки купальника нам необходимо сделать мягенькую доску, такую, которую можно вложить внутрь купальника и, соответственно, проводить расклейку камнями горячей фиксации. Для того, чтобы сделать доску, нам понадобится обычная нарезочная доска из массива. Вот, компания IKEA нам в этом прекрасно поможет. Нам понадобится транспортная пленка. Транспортную пленку продают официальные дилеры Сваровски для того, чтобы с помощью ее переносить трансферы камушками на ткань. Что такое транспортная пленка? Видите? Вот эта термостойкая пленка с клеевым слоем. Вот здесь вот у нас приклеивается. Вот. А это просто защитная пленочка. Еще нам понадобится большое количество обычной белой фланели. Можно взять фланель пастельных тонов. Главное, чтобы фланель была без рисунка. Нам понадобятся ножницы, и чуть попозже нам понадобятся булавки, иголочка и белая ниточка. Вот. Ну, собственно, сейчас мы сделаем нашу досточку. Снимаем упаковку. Когда мы клеим камни, мы это делаем утюгом с паровым ударом. Поэтому доска будет подвергаться постоянному воздействию горячего пара. И, соответственно, если мы ее не защитим, то через какое-то время дерево поведет. Для того, чтобы этого не случилось, мы, собственно, и будем использовать вот эту вот специальную трансферную пленку. Просто, по сути, мы ею защитим нашу деревяшечку. Я сейчас отрежу два куска трансферной пленки, чтобы защитить досточку по ширине. Раз. И точно такой же кусок отрежу еще раз. Так. Теперь я снимаю защитную пленку с трансфера. Пленка у меня с клейким слоем, поэтому я аккуратненько укладываю на нее досточку. Натягиваю, разглаживаю, чтобы приклеилась. Закрываю торцы. Пленка достаточно хорошо приклеивается, поэтому делать это несложно. Единственное, нужно следить за тем, чтобы она облегала доску достаточно плотно.
И точно такую же операцию я проведу с другой стороны. Видите, у нас доска хорошо защищена пленочкой. Так. Теперь мы возьмем фланель. Видите, большой кусок фланели. Сейчас примерим сразу, хватит ли нам в длину. Ну, немножко не хватает. В ширину раз, два. О, отлично. В ширину у нас как раз укладывается почти ровно 3 складки. И теперь моя задача обернуть эту доску максимальным количеством фланели, чтобы она была мягенькая. Аккуратненько разравниваю. Возьму булавочки. Здесь аккуратненько сейчас закалю. Теперь аккуратненько разровняю фланель сложенную. Я сейчас стараюсь разровнять ткань так, чтобы там не было никаких складок. Нам нужна ровная поверхность, максимально ровная поверхность. И теперь буду потихонечку оборачивать доску большим количеством фланели. Нам нужно создать мягкий слой для того, чтобы крупные камни проваливались в это мягкое основание. То есть получается, что у меня сейчас с каждого края, с каждой стороны доски 4 слоя фланели. Первый одинарный, здесь тройной слой фланели. Ну и, соответственно, здесь тройной слой фланели. В принципе, этого слоя уже достаточно для того, чтобы обернуть доску. Дело в чем? В процессе использования доска пачкается. Остаются кусочки глиттера, клей протекает сквозь камни на доску, ткань линяет, ну и, в принципе, просто пачкается. Каждый раз мы будем добавлять дополнительный слой фланели, чтобы закрыть вот этот испачканный слой фланели. И доска будет становиться мягче, мягче и мягче. Чем мягче доска, тем лучше. Она достаточно жесткая, но имеет достаточно толстый слой фланели, который позволит нам хорошо и качественно приклеить камни разных размеров. Поэтому сейчас я аккуратно обрезаю. Беру нитку с иголкой, булавочки. Сначала закалываю булавками.
Итак, у нас получилась вот такая вот мягкая доска. Можно взять любой купальничек вот таким образом. Вот таким образом надеть на платформу и работать с камнями. Таким же образом мы можем сделать рукавную платформу, взяв как основу кусочек картона. Можно сложить 2 кусочка картона, также защитить его пленкой от воздействия пара и обернуть несколькими слоями фланели.